Всем привет! Все то же местная река Ока, все та же лодка, криптонит. И у нас сегодня будет обзор на новую ватрушку Jobber Breeze. Попробуй стоя, великолепно! Ты просто великолепно! Оно кажется, что ты не можешь устоять, а на самом деле ноги так отрабатывают. Вообще улет. Я почти удержался в повороте. Просто ты когда последний раз вышел, я не сразу перешел волну. А потом еще раз чуть... А потом еще раз. Прям дернуло. Дернуло, я заскочил на волну и меня уже откинуло. А так, в принципе, вообще возможно. Вода уже теплая, кажется. Купелька святая. Года 2-3 назад ее разломала. Посмотрим. Никто не починил. Нет, похоже, нет. Мне кажется, больше, чем 3 года назад. А может и больше, да. Ну нет, смотри, все это дело, похоже, было под водой, потому что речка сильно разлилась в этом году. Видишь, земля прям здесь, да. И вот это вот как вот разломалось. Все больше никто. Все разворовали или снова уплыло. Да, конечно. Как хорошо здесь было. Столько воспоминаний. Вставлю видео, если будет. Если найду его. Набирали водичку. Сейчас не знаю, вон там что-то бежит. Питьевая. Но если она стоячая, я тут уже не буду пить. Нет, ну вода стоит, но стоячую нельзя пить. Мало ли там что.
Жалко. Ну и проточность не все можно пить. Вот это вид. Самое лучшее место для ночевки. Палаточный лагерь. Ну что, похоже, здесь в этом году еще никто не был, да? А вот там в поле уже, смотрю, домики появляются. Да. Шмелик-сунелик. Пусть собирает свою пыльцу. Как и обещал, сделаю обзор на эту замечательную доску, на которую налетела всякая мошкара. Ну, чуть позже. А сейчас у нас будет обзор на эту замечательную новую ватрушку Jobber Breeze. Мы уже делали несколько обзоров на ватрушки, такие как Halo, Spinera Flight 2 и, конечно же, наш любимый Strike. Сейчас у нас Jobber, и давайте сравним, насколько он больше, чем наш любимый замечательный Strike. Почему я акцентрирую на этом внимание? Только потому, что чем ватрушка меньше, тем она более экстремальная. Слушай, ну не намного, да? Ну, буквально, я не знаю, может быть, сантиметров 5. Ну, в общую длину, может быть, этого так сильно не будет заметно. Ну да, Jobber немного больше, но не критично. Потому что, насколько мы помним, Spinera Flight 2, она намного больше. Она, может быть, даже двоих райдеров может вытянуть. Как всегда, при выборе ватрушки лучше обращать внимание на то, чтобы было хорошо прошитые 4 ручки. Это помогает как раз менять позиции райдеру во время поездки и легко забираться. Здесь до этого даже придумал, смотри, специальные такие, да, ручки, чтобы вот как бы подтянуть ее под себя и запрыгнуть. Как забираться на ватрушку, я потом на воде покажу. Еще один плюс. Ну, насколько это может быть плюс? Смотри. Клапан стоит, ну, все вроде как стандартно, только он стоит посередине. Кстати, смотри, Made in China, да, сделано в Китае, но почему-то ни на Алиэкспресс, ни в каких других вот этих сайтах никогда невозможно эту ватрушку купить, потому что стоят они баснословных денег, ну, не должны так дорого стоить. О, блин, класс. Впервые я увидел, смотри, дополнительное вот такое вот отверстие, а в нем клапан. То есть нет, наоборот, подкачивать, если у тебя есть маленький насосик, я так понимаю. То есть ты накачал большим, оставил его там в машине, поехал кататься, взял маленький насосик и подкачиваешь, если она немножко подсдулась. Потому что когда райдер прыгает, нам это может делать. Не надо сильно перекачивать. Что я хочу сразу отметить. Вот эти вот неопреновые вставки, они все прошиты. И прошиты так, что внутрь материя заходит. Вот это очень хорошо, потому что если бы они были прошиты наоборот, здесь, да, то вот это все могло бы сильно царапать брюшко. Ну, коленочки, конечно, или костюм, как в нашем случае. Вот такие трещинки появляются, либо, как, смотрите, у меня на коленке уже вся махра прям в махру превратилась, потому что, ну, иначе бы сильно поцарапал бы коленки. Вот, потому что материал такой достаточно жесткий, и вместе с водой он как наждак. Об этом мы уже говорили. И плохо, что они сделали вот этот клапан прямо посередине. Тогда, когда мы будем, получается, забираться, ты брюшком все равно вот так вот будешь приподнимать. И вот эти вот остренькие липучки, они как раз будут чесаться. Ну, не очень придумано. Ну, ладно. Так, что с обратной стороны? Ну, блин, яркий, красочный. Мне даже больше здесь нравится. Клапан для слива воды, смотри. Даже с сеточкой. Впервые вижу. Обычно сеточки нет, просто такое. Ну и, конечно, прошитый крест-накрест. Такой вот фал. Тянуть. Смотри, как хорошо прошито. И сейчас уже мода пошла, что не просто торчит веревочка, а обязательно вот этот вот пластиковый, прям литой, монолитный такой, мощный. Как нужно завязывать веревку. Можно, в принципе, просто вот так вот, да, завязать, а можно таким легким узлом. Быстро затянул и покатил уже райдер. Для того, чтобы накачать ватрушку, можно использовать насос лодочный. Но есть одно но. Здесь нужно использовать переходнички. И у меня целая куча, такой набор, даже 2 набора из этих переходничков, и ни один из них не подходит полностью. Вот сейчас вот я вам покажу. Куча разных,
Ни один из них до конца не подходит. Если подходит сюда, соответственно, не подходит сюда. Из 3 таких вот удалось собрать, чтобы более-менее подходило. Но, опять же, маленькая щель остается. Ее как бы мы зажимаем вот этой резиночкой. Вот так. Вот такой вот получается у нас галиматья. Если вы знаете какие-то переходнички, которые сразу могут подойти, ну, напишите в комментариях, скажите. Потому что мы вот все эти годы пользуемся вот таким вот подручными средствами для накачки. Как всегда, предостережение, warning. Ну, кататься не очень близко к берегу, чтобы, конечно, не вылететь, знать акваторию. Всегда использовать спасательные жилеты, ну, это первое дело. Смотреть за детьми, это понятно. И смотри, тут самое главное, если катаешь ребенка, максимальная скорость должна быть 24 километра. Если взрослый, то 32. Но у нас, в принципе, так и получается. С лодочным мотором 15 лошадиных сил. Длина какая должна быть? 19,8 метра максимальная. От 15 до 25. Ну, в принципе, так и будет. До 6 никаких наркотиков и алкоголя. Вот, очень важно. Нельзя, когда катаешься, попытаться вот как можно больше вот схватиться, засунуть туда руки, ноги. Якобы ты будешь держаться и никогда не вылетишь. Вот это очень плохо, потому что ватрушка запросто может перевернуться, и вылезти из нее уже будет не очень комфортно. Так что так лучше не делать. Лучше держаться, а если вдруг какие-то нестандартные ситуации, просто слетать с ватрушки, ну просто спрыгивать и все. И вот еще я нашел, смотри. Впервые такое вижу. Вот, видишь, тросик. Типа нельзя, запрещено кататься как бы задом, да, то есть когда голова получается, ну, против движения лодки идет. А ведь мы вот такое практикуем, и нам такое очень даже нравится. И я впервые это увидел, возможно, они даже посмотрели мое видео и сказали, блин, да это небезопасно, поэтому давай вот такой вот логотипик сюда сделаем. Ну что ж, я понимаю, безопасность прежде всего, но и экстрима тоже хочется. Надуваем ватрушку и понеслась. Практически многолетним опытом вымерено, что веревочка длиной должна быть 15 метров. Вот у нас 30-метровая веревка специальная, капроновая, не тонущая, не мокреющая. И она в 2 слоя. А также идет специальная веревочка, она же V-образная, как раз вот 2 края идут к трансам. И вот здесь вот на карабинчике легкий ход. При поворотах небольшой поплавочек. И покажи, вот как ты здесь завязал. Легкий, быстрый съем. Веревка делается двойной, проходит через отверстие. Вот оно. Завязывается в узелок. И потом затягивается под завяжи. Вот. И этот узелок, получается, давит на саму веревку и не дает ей выпасть из этих пазиков. Ну, вообще, отлично. Быстро съем. Ура! Выход на воду. Хорошо накачали. Смотри, кстати, достаточно толстенькая получилась. Я думаю, очень хорошо будет в повороты на ней заходить. И даже стоя. Дополнительная защита от расстегивания. Нужно до конца застегнуть. Давай. Супер. Блин, все продумали, предусмотрели. Прям, ну, следующее поколение. Джаб. Или Джабер. Жобер. Давай будем называть его Жобер. Звезда, да? Не, ну тут видишь звезда, а тут все-таки какой-то это есть. Джаб Бриз. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board.
clouds don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Даже волосы сухие. Все благодаря шапочке. И, кстати, нашему обмундированию я не сказал, что нам так повезло, что сегодня именно 19 градусов, даже 18 плюс. Еще вчера было 26. Ну, ничего. На этот случай есть неопреновые такие замечательные костюмы. Они позволяют... я доволен, но если хотим еще больше экстрима, мы всегда можем внутренний баллон переложить в меньшую ватрушку, наша страйк. Что скажешь ты, Ром? Ты первый катался. Какие ощущения? Качаются на волнах. Впечатлило тебя или ничего особенного? Все то же самое, что было со Спиннера. Получше, чем на Спиннера. Управляется получше, похуже, чем Страйк. Кстати, я заметил, что выходить на глиссер она отлично справилась с этим вообще. Даже, может быть, точно так же, как Страйк. Но заходить Полегче. в повороты оказалось намного легче. Очень важно общаться жестами. Налево, направо, кругляшок. Стою. Выход на глиссер. Немножко вперед. Поджимаемся, не боимся зарыться. И выходим на глиссер легко и просто. Ты заметил? Через волну? Чуть-чуть ты только дал поворот, и я все уже вылетел и скольжу. Но сложности были с волнением, потому что второй поворот, вот этот вот, да, завершение. На второй круг, когда на второй круг. То получается, мотор уже не вытягивает, начинает захлебываться. Если еще воздух попадет, то все, как бы заново выходить на глиссер. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore. So just don't ignore. Go ask for more. Go ask for more. Ну вот и все. Подошло наше приключение к концу. Накатались. Пора и подвести итоги. Мне, в принципе, очень понравилась эта ватрушка новая. Бриз. Или Бризер. Вот. Ну, хочу сказать, что она толще. И вот какой минус я в этом увидел, что на нее тяжелее залазить. Вот я вот, в принципе, никогда проблем с этим не ощущал, а теперь я пытаюсь залезть, и у меня не с первого раза это получается, может даже не со второго.
Стой! Стой! Сейчас! Блин, здорово, а? Давай! Ага! Здорова, высока! Но из-за того, что она толстая, по волнам, конечно, вот погоду мы выбрали великолепную. Волнение, холодно. В принципе, сейчас вот где-то плюс 17 градусов. Вот солнце ушло. Но это все равно не помешало нам немножко подгореть. И все ватрушки великолепные, в принципе, которые мы, на которые делали обзор, которые обозревали. Все по-своему хороши. Хала тоненькая была, на нее легко было запрыгивать, но проминалась. И заходить в поворот было тяжелее. Страйк, пока вот он лидирующий, вот как для меня. Но у нас остался от него чехол, поэтому, если что, я думаю, мы также возьмем баллон от Бриза и засунем в Страйк и будем также кататься. Великолепно. А сейчас пойдем посмотрим, как там наша купелька здоровья. Тут надо не стоять, Ром. Прям сразу вот заходи туда, разворачивайся и ложись. Или кунайся, как угодно. Я даже не хочу. Бывает не с первого раза, да, бывает. Ничего не могу с собой поделать. Когда туда ногу ставлю, она меня просто засасывает. Ноги колет. И вдруг тепло, которое плавно с головы сейчас идет вниз по телу. Только что я чувствовал на середине спины, уже чувствую на попе. Переходит вниз по ноге, сейчас на коленке. Пока еще очень холодные стопы. Теперь я чувствую, что мне очень горячо. В руках. Мне кажется, что руки прям огненные. Ты представляешь, какая сейчас циркуляция крови? Криотерапия.